Всем авы. Меня зовут Тейвил, и добро пожаловать в Грань. For English-speaking audiences, hi, and please don't forget to turn on these subtitles. We've meticulously translated everything from Russian into English. Добро пожаловать на предпоследний эпизод «Превратности времени». Мы будем очень благодарны, если вы поставите к этому видео лайк и напишите к нему комментарий. Таким образом, нас будет становиться все больше. Заглядывайте также в соцсети, мы там ежедневно рассказываем больше о мире Грани. А также, по мотивам игры, наш соавтор канала Ксенон нарисовала стикеры. Их можно получить за подписку на Бусти. Ссылка в описании. Приятного просмотра! Так, вы идете через Шинонский лес, через какое-то время, незадолго до брода, который Тамаза обещал, что вам нужно перейти, чтобы, собственно, попасть в замок, и через него можно хотя бы фургончик протащить. Вы останавливаетесь, все, в принципе, очень сильно уставшие, после монастыря никто особо не отдыхал. Жанна где-то нашла новую накидку и продолжает быть Этьеном. Этьен сидит на одном из поваленных деревьев. Здесь недавно, видимо, прошелся какой-то небольшой шторм, пара деревьев упала, и вот на одном из них сидит и рассматривает какой-то цветочек. Дамьен достаточно задумчиво шел все это с момента сгорания монастыря. Сначала он достаточно длительное время на него смотрел, пока не остались лишь угли, после чего пошел догонять. Подходит в сторону Этьена и осторожно присаживается на бревно, скрипя спиной, как кряхтя точнее. Хороший здесь тенек, замечает Этьен. Солнце прям высоко, не то чтобы оно там довольно холодно все равно, да, но оно прям в глаза светит, оно очень ярко. Дамьен надевает очки, смотря на солнце. Этьен поворачивается к себе и говорит: не первый раз замечаю это приспособление у вас. Это из Венеции? Не совсем. Слегка улыбается Дамьен. Я их нашел в Париже. Дамьен смотрит на Этьена и говорит: Жанна, не удивляйся, что я знаю ваше имя, но... Я предполагаю, что ваш спутник уже рассказал после вчерашнего. Частично. Вы скажите, я понимаю, что вы полагаете, что есть некая судьба, которая предначертана нам Богом или что-то в этом роде. Я просто одно не пойму, для чего нам нужна эта судьба. У Бога есть план. В чем он заключается? Он непостижим и неосознаваем. Но он хочет как лучше. Поэтому... Ну что, если мы пытаемся всегда его познать, и мы видим, что он не сулит нам ничего хорошего? Значит, что у нас не хватает веры, говорит она. И мы должны стремиться к тому, чтобы заново ее обрести. Дамьен смотрит на нее некоторое время, после чего снимает очки, чуть так, кладя локти на колени, рассматривая Этьена, Жанну, и в этот момент видно, что глаза у него, казавшиеся до этого просто глубоко посаженными, достаточно пронзительными, такими темно-синими, совпадающими цвета очков. Но сейчас они за счет этих огромных синяков кажутся просто нестерпимо усталыми. Возможно, не всегда такие есть, просто Дамьен умело это скрывает. Вам не помешало бы поспать, говорит.
Мне кажется, мне не помешало бы проснуться, усмехается Дамьен. Вы знаете, я сталкивался с судьбой много раз. Я успел ее увидеть от начала и до конца. Но что самое любопытное, я не увидел в ней никакого смысла. В таком случае я вас жалею. Не знаю, почему я это решил, но почему-то мне казалось, что, быть может, вы мне подскажете, что с этим делать. Просто потому что, не знаю, до того события у монастыря, и когда я вас видел, почему-то мне казалось, что вы как раз-таки нашли этот ответ. Что как будто бы вы действительно говорите с Богом или знаете что-то. Говорит, я не спрашивал про свою судьбу. Я спросил, что я должна делать. И они сказали мне, что делать. Но они сказали мне найти Даффина Шарля, пообщаться с ним. Я, когда приду туда, когда я попаду в Шинон, я там узнаю, что мне делать дальше. Правда, следующий шаг от меня скрыт, но вера меня ведет. Но ради чего вы верите в это? Те ужасы, что происходят с нашими землями, они происходят уже не один и не 2 века, на самом деле, будет больше, чем просто очередные войны с англичанами. Нет, это так было с нашими дедами, прадедами, их прадедами, и их прадедами, говорит. И это должно прекратиться. И вы действительно делаете все это только ради этого? Я делаю все это ради того, чтобы к нам всем относились как к людям, говорит он. И все же вы сразу решили сжечь тот монастырь, не давая никому шансов на то, чтобы что-то сказать, что-то подумать. Почему же? У вас был шанс, и я прислушалась к вам. Дамьен усмехается. Моих шансов уже достаточно мало осталось в принципе. Я их уже израсходовал на многие другие вещи, но это не касается этой сути. Я говорю больше о тех, кто находился в монастыре. Поверьте мне, мы никогда не причиняем столько несчастий, как непоспешными решениями. Хорошо, перезаряжу. Это 14 плюс 18. Да, может так показаться, что я совершила смертный грех. Может так показаться. И, возможно, так и есть. Мне явился ангел. Не значит ли это, что я была права? Возможно, что вы были правы. Но вы всегда можете оказаться неправы, Жанна. Помните, ваша вера – это меч. Я Но знаю. меч должна направлять рука. Я знаю это, я отлично знаю это. И чему мне точно надо научиться, это не забывать про то, что многие другие люди могут быть намного более опытные, чем я. Но их не ведет Господь. Меня ведет. Вы знаете, на моем пути мне понадобятся разумные, знающие многое ученые, советники. И хоть вы маг, но не как те маги, которых слышала я, и не как те маги, которые кошмарили Лотарингию в годы моей юности. Быть может быть, вы захотите продолжить путь со мной? Дамьен рассмеялся немного. Предложение интересное, хотя своей судьбы рядом с вашей я не видел. Может быть да, может быть нет. Мне стоит глянуть. Не уверен, что стоит что-то менять, хотя я больше всего хочу именно это поменять. Возможно, если я буду рядом с вами, то ваша судьба как раз-таки пойдет не так, как она была запланирована. Скорее всего, я, зная себя, я могу сказать, что она абсолютно точно пойдет не так, как она была запланирована. Потому что я приложу все усилия, чтобы она изменилась. Потому что, быть может, это то, чего более всего я хочу. Сделать все не так, как было запланировано. Ни у себя, ни у других.
Ответьте мне, пожалуйста, одним коротким ответом, да или нет. Спасу ли я Францию? Вы спасете Францию. Этого мне достаточно. Жанна, вполне возможно, что мне и моим спутникам скоро придется покинуть этот процесс. Скорее всего, после того, как мы попадем в замок Шинон, мы вряд ли увидимся. Да, я понимаю, вам нужно продолжать путь в Иерусалим. И я бы хотел оставить кое-что на память. Я бы хотел нарисовать ваш портрет. Экран. Затемнение. Никаких надписей через ток, что-то там. Просто что произошло, пока затемнение. Дошли до места встречи с Томмазо. Караван продолжил двигаться. Караван пошел по Шинонскому лесу по тропе к броду, через который можно фургон перепереть. И как только вы этот брод пересекаете, вам остается буквально там полмили до Шинонского замка. У вас был один привал. Привал достаточно длинный, чтобы вам всем зачитался лонгрест. Вот. Во время этого привала вы знаете, что Дамьенова с вами особо не было. Тебя, кстати, положили в фургон, чтобы ты залечивался. И ты, в принципе, там залечился вместе с двумя рыцарями. Вот. Теперь с тобой осталось одну вещь разобраться. Последний раз, когда мы тебя видели, ты была факин ангелом. Да, я улетаю. Ты превратилась обратно в лепрушную? Ну, как сказать? Мне надо сбегать в башеньку до того, как они начали это жечь. Это все делается очень быстро, как бы ты тогда была не особо подолбанная, так что да. Да, бегаю за плащом, скрываюсь и просто надеваю масочку. Хорошо. Браслет я снимаю. Мы подходим к Шинону, чтобы он самое время вспомнить, какого черта нам тут надо. Да, вспоминайте, какого черта вам тут надо. Нам нужно выяснить... Вы что, забыли? Да. Нам нужно выяснить, что умело делать эта брошь. Да, кстати, забыл одну тоже интересную вещь. По дороге, собственно, вы идентифицировали же эту штуку, да, эти браслеты? Да. Мне нужно же ты кинул investigation, если ты вообще обращаешь внимание на эти самые браслеты. Да, конечно. 15. Изучая этот браслет, ты понимаешь, что это не магический предмет, а технологический предмет. На каком принципе работы? Ты не можешь четко сказать, точно знать, что это за принцип работы. У тебя есть некие догадки, что это может быть какой-то нейроинтерфейс. Но ты уверен, что... Ты уверяешься в том, что тинкериться с этой штукой, значит, что эту штуку уничтожить. Но есть смысл эту штуку потом где-нибудь в офисе разобрать, посмотреть. Но, скорее всего, она не будет работать, когда ты ее соберешь обратно. Ну, когда вернемся? Окончательно выяснилось в процессе, что все-таки вы лидером вашей группы является Сосос, по крайней мере, для Томмазо и остальных. Поэтому к, собственно, перекидному мосту подходят Томмазо, Жан де Мец и Сесострес втроем. Браслет на тебе. Да. За вчерашний день один стресс накинь, а Яна тоже. Стоят два стражника с копьями. Сам понимаешь, что делают эти копья? Ну... Да. Не спрашивают. Так, вы все вместе или по отдельности? Мы все вместе. Все вместе. Кто из вас главный? Вывожу вперед этого епископа, архиепископа. Ну, он, в принципе, сам выходит. Он епископ. Томмазо о чем-то договаривается. Собственно, ну, в смысле о том, что пропустили. Он рассказывает, зачем он вообще сюда прибыл. Показывает там свои все credentials Святого Престола. И вас запускают большим таким вашим караванчиком вместе с фургончиком в замок. Фургончик представляет куда-то к какой-то каменной стене. И Томмазо, значит, собирает вас всех в круг. Вас и партию Жанны Дарк. Вот. Он говорит: хорошо, я и Диареццо пойдем на аудиенцию ко двору. Вам всем, если станет понятно, что мы здесь проведем несколько дней, вам всем дадут accommodations, говорит он. Да, господин Демец, я помню вашу просьбу, что вам с пажем тоже нужно получить аудиенцию. Я попытаюсь что-нибудь сделать. Авангард, опять для тебя работа. Я, впрочем, полагаю, ты не удивлен. Найти брошь. Брошь или ребенка. Так, я... Лучше ребенка, я не сорок тебе, чтобы блестящие штуки искать. Логично, ищи детей. Хайборн, ребенка. Можешь их, конечно, съесть, я знаю, ты любишь, но лучше оставить. Так, надо допросить. Брошь? Ребенка. Ну...
Полетел я. Так, Шаум. Задание найти ребенка. Только не попадайся на глаза, а то тебя сразу убьют. Ворон полетел тоже. Ну вот. Пусть он сверху, я снизу. Да, отличная идея. Начни с подвала. Наверняка хорошее место для детей. Мы всегда там так хранили свою... Мы там всегда хранили детей. Удивитесь, но дети, которые играют в семейной крипте в каком-нибудь английском замке, вообще нормальное дело. Ну вот. Я пойду прогуляюсь, говорит Дамьен, и... Ну, слушай, собственно, есть идет. доступ к каким-то нобловским частям? Пока вас просят подождать, вам показали, где колодец. Ага. Вот. И, если что, показали, где кузнец. Что, кстати, довольно важно, потому что тебе нужно немножко помейнтейнить 2 арбалета. Угу. Тебе, Сесострис, немножечко нужно хопиш потащить. А, точно. На щит я ему заметил. Что ты сказал? Да, там были дырки. Ну, по факту необходимо на самом деле заменить тетиву. Вот, но для того, чтобы это сделать, вручную согнуть арбалет не получится. Да, у этого чувака такие Это базуки. kinda очень-очень сложно. Собственно, во-первых, нужно заменить тетиву, она истрепалась. Все-таки композит не композит, но истрепывается. Тем более влажно. Второе, держатель системы автоподачи, там несколько пинов, которые его держат. В общем, они оказались не самого лучшего качества. Да, Вот. потому что нечего заказывать С Алиэкспресса. Хорошо. Вот, собственно, Ты отправляешься, собственно, с кузнецом это все делать. у него есть где проверить какая-то цель, там, луковская и так далее. Он тебя отводит на стрельбище, где в том числе другие королевские арбалетчики. Мгм. Вот. Но сегодня турнира нет. Мгм. А жаль. Ну, я просто проверяю, что оба арбалета работают. Все арбалетчики скопились вокруг тебя и говорят на совершенно непонятном тебе языке, пытаясь узнать, как штука работает и вообще логично ли, нормально ли такую маленькую штуку использовать в бою. На раме переводят, они говорят, что это так, по птицам стрелять. Вот нормальный арбалет. Он, достает генуэзскую такую хренотень. Heavy crossbow. Достает. И, вот. И болт пробивает полностью голову манекена из сена. А мой? Вот. А твой воткнулся в него. Вот это арбалет. Ну, я думаю, на самом Но у деле меня он есть без дома. перевода понимает, про что ты говоришь. Я делаю такое... Типа, хорошо. Возвращаются ваши фамильяры оба. Здесь, в верхней части замка, всего 5 детей, все дворянского происхождения. Иначе их бы здесь не было. Ну, Авангард говорит, что он, собственно, осмотрел, он тоже все осмотрел, и по самому замку, там, конечно, 100-1.5 наберется. Их много, довольно, но дворянских детей всего 5. И вы слышите, как вас созывают во внутренний двор. Мы же восстановили ту гравировку, которая там должна была быть, или мы только смогли найти, на что она похожа? То есть там же, может быть, есть вот этих всех дворян, какие-то гербы, и они все содержат тут лилию или там что? Лилию содержат многие, но... А вот то, что там дополнительно перечеркнутая хрень была... Это дом де Валуа. Дом де Валуа. А мы в курсе, нет? Здесь, дворяне. Здесь кто-то из этого рода де Валуа в этом замке на данный момент Но присутствует? если Да. есть их силы... Дофин. А у дофина был ребенок? В будущем, да. В будущем будет, сейчас еще нет. Сейчас нет. Тихо, блин. В будущем у него будет ребенок. Я думал, что ты типа хистрый запрос дал. Ты смотришь на меня? Я спрашиваю, нет, я перевел взгляд на наших двух историков. Дамьен просто спокойно отвечали. Я не историк, А братья не Братья-сестры. племянники. Племянники, 7-я вода на киселе. Если они и есть, то они, скорее всего, не здесь. Обычно все потенциальные наследники и близкая семья, или, immediate family отправляются куда-то в какой-то монастырь в сокрытие обычно.
Выходит епископ Пронтучелли и говорит: в общем, готовьтесь здесь немножко пожить, потому что разговаривать нам долго. Насчет ваших аудиенций сказали завтра. Узнают, возможно ли. А это значит, что, скорее всего, завтра скажут, что завтра узнают, возможно ли. Да, кстати, Некоторое время придется вам здесь пожить. Ну, хотя бы есть где разместиться. О, это неплохая перспектива после всех наших походных условий, говорит он. Вам в вашей пятерке всем дадут по комнате. Ну, это щедро. Епископ в курсе, что произошло с монастырем? Мы ему это пересказали. Да. То есть он в курсе, что мы завалили демона. Мне кажется, этот факт должен Шабаш, немножко устануть наши шансы на аудиенцию. Говорит, да, хорошо, это можно использовать, чтобы вы могли добиться аудиенции. Хорошо. А пока отправляйтесь расселяться. И, собственно, вы все обнаруживаете себя в различных комнатах, преимущественно одного и того же размера, с хорошей кроватью. Еда в этом замке 2 раза в день большие такие, ну, как сказать, прям у внутреннего двора, что называется, чем у двора, непосредственно пиры свои. Вот, но у вас вы тоже все рассаживаетесь по длинному столу, кушаете в большой компании, собственно. Все, кроме Аян. Да, естественно. Аяне ставит, короче, деревянный столик во внутреннем дворе, поближе к конюшням, и туда приносит еду. О, много коней, много денег. Прекрасно. Будем заниматься. Ты же вроде не цыганка, ты же индейка. Больше стереотипов в превратностях времени. Вопрос. Вот Максиму всегда было интересно сравнить ту еду, которую ели, ну вот, которую он сейчас ест, с современной едой. Мясо в ваше время делать не умеют по сравнению с тем, как делают здесь. Ага. Оно прям кострищем. Прям хороший такой дымок. Все остальное говно, если честно. Хлеб черствый, вне зависимости от времени приготовления. Так, тут Я забыл, Демьен уныло ковыряется в еде. дети есть за столом? Да уж, У это детей отдельный стол. явно У детей отдельный стол. не французская кухня. Я могу обратить внимание на секьюрити этого места? То есть патрули, стражи на проходах, воротах, лестницах? Есть патрули по коридорам, есть стража на башне, всегда есть караулы. Ну, на башнях. А вот в самом на внутреннем стенах дворе? тоже. Во внутреннем дворе, ну, есть там пара, короче, стражников, которые караулят с 2 сторон лестницы на Барбикан. Вот. Но они в основном стоят, там траву жуют, на самом деле. Вот. Но, в принципе, секьюрити здесь достаточно все-таки. Ну, нет, лайт во внутреннем дворе, но чем ближе к дофину, тем у нас становится хардовее. У детей есть свой стол, их 5, и один из них активно рисует, да. Отлично, супер, просто, замечательно. Надо принять свое истинное обличие и поговорить с ребеночком. Я думаю, ему понравится. Пошли за ним змею. Пойди в Да, крип. Я так хотел, да, я просто пошутил. На следующее утро там сжигаете сострицы, вы такие выходите, что случилось? Да я не знаю, вроде все Какая-то нормально. ящерица пробралась в замок. Привет, малыш. На каком языке? Хочешь конфетку? Мой фургончик. Малыш. Мы все тут летаем. Он, знаешь, Ой, не надо. он не отрываясь от рисунка. Жан-Жак. Так, Жан-Жак, а это не твой рисунок? Что ты показываешь? Распечатку рисунка. Распечатку рисунка? А подожди, у нас же был рисунок. У нас была фотография. А у нас была Фотография, Я распечатка. распечатал, у нас же есть распечатанная фотография. Есть. Ты показываешь ему распечатанную фотографию? Не, ну это выглядит как Хорошо. типа. Нет, ничего. Он показал на бумаге фотку. Меня там нет, Все нормально, мы профессионалы. Меня Мы там нет. профессионалы. Что это за ведьмовство? Твой рисунок? Да, но он, короче, что-то там отлистывает. Вот он. Да. Это Особо мне вычисление. было провидение божественное. Я молился очень много. И Бог мне послал это. Да, и Бог сказал, что ты... Прислал факс, простите.
Библию прислали по факсу, да, это же известное выражение. Библию не прислали по Прижали на факсу. 3D принтере. Вот, и мне было проведение. Да, и мне было проведение, и в этом религиозном экстазе я нарисовал вот этот рисунок. Мощи Яндекс Доставка. Deception, пожалуйста, с дизой. Подожди, но он очень уверенный в себе личность. Он же нол был. Ну, у него рисунок... А я на руках. понял. Он был, да, и он не очень уверен в себе личность, да, окей. Вот. Логично. С адвантажем, значит. Направь мою руку, пожалуйста. Аид, направь мне Аид. руку. Не направит. Ах ты. Ты не Сколько? помолился Аиду. Сейчас. Сколько? Сейчас. Deception. Пойдем вообще. Вот он, плюс... Минус 1? Серьезно? Ну, Ты- 3. А, подожди. Колдун, сжечь его! Чего? Ты можешь... Что ты можешь сделать? Подожди, я не знаю, помолиться. Я могу помолиться, подожди. Кому, блин? Морсеру? Нет, просто Великий Мерсер А направь вы мою руку. сидите обедать, он просто взял, встал и Так, отошел. так. Жень, в этот момент время так заставляет такая фраза. At that moment, his sister knew. He up. В общем, You probably wonder how I got here. Сита, Хевик Маат, говорит. Вуд, Сет, Сахмет, помогите мне, пожалуйста. Чудеса, да и только. Да. Говорит. Смотрят. Если он привел вас ко мне, то что, я какой-то избранный? Да. Ты Нео! Подожди. Ты Жанна. Да, ты действительно избранный. Я потому- спасу Францию а, от грязных англичан. Ты поможешь спасти Францию от грязных англичан. Я умею только рисовать. Вот. не очень. И этим ты спасешь. Ты будешь рисовать вдохновляющие плакаты. Подожди. Какова вероятность, что я услышу эту... Не плакаты. Вдохновляющие Там. рисунки, которые будут сподвигать великих мужей на великие подвиги. Но самое важное, это вот эта брошь. Где ты ее видел? Да, это заколка дофина. Понятно. Все, малыш, вперед. Я чувствую, что Бог там будет направлять твою руку в твоих рисунках, и ты будешь вдохновлять мужей Франции на сопротивление вонючим англичанам. Все, пошел отсюда, мальчик. Пошел сюда, мальчик. Он, знаешь, он тебе дает, короче, недоеденную куриную ножку, отдает тебе. И это нормальное дело. Окей, я... Так знаешь, как это, когда произошло, как человек, ну, как змей, хоп, чистая ножка. Что ты сделал? Не, она просто ножка такая. Обглодал ее очень быстро. Да. Вот. Ну, он, собственно, убегает вдохновленный. Потому что Ему встретится Deception какой-то кидается мутный против тип. Wisdom сейва, который один выше. Ну я красавчик вообще. Просто вива ля резистанс. я красавчик, парень. У меня хорошие новости. Я нашел мальчишку. Так. Это брошь. Догадайтесь, на ком она? На дофине. На Жанне. Да, тебе это... Минус 10 евро плюс 10 евро. Стук в дверь. Кто там? Посланник от епископа Парантучели. Нормально. Наверное, открою. Заглядывать через Я плечо предлагаю вам сосуд. двоим, да, открыть. Я стою на заднем плане, чтобы мне отсвечивать, А чтобы я- было не А я очень за дверь видно. захожу. Дамьен же просто подходит к двери и открывает ее. Чья это комната, если что, Сесостреса? Вопрос. У вас тут место есть? Ну, Внутри. смотря для чего. А для чего? Примерно такого размера, говорит он. Вы хотите... Примерно такого, может быть, и есть, но с какой целью вы интересуетесь? Ладно. Заносите, парни. 2 человека несут сундук. Опа, Дамьен так пропускает. Ну, он низкий, но широкий. Мгм. Это не тот же сундук, в котором стол увезли? Нет. Я на Тот был мгновение большой. подумал. Тот был большой. Огромная благодарность от епископа Парантучеля за борьбу за богоугодное дело и истребление мерзотнейших отродий ада. Данке. Всегда готовы истреблять мерзотнейшее отродье ада, особенно английского происхождения. Пионер. Когда здесь захлопаться во имя Ра. Собственно, Две они визы. уходят от Да. двери, вы заносите сундук.
открываете, и он полон таких хороших золотого цвета монет. Дамьен Целый сундук золотых монет. Но они не то, что прям золотые, полностью золотые монеты, сам понимаешь, как бы золотая монета в это время, это значит где-то, ну, процентов 10. Дамьен берет одну монету. Но это венецианские кусает. дукаты. Дамьен берет один дукат и кусает его. Качественно. А это Дамьен смотрит. насколько Никогда не знал, широко зачем так делать, но используемая всегда валюта? видел фильм. Насколько широко используемая валюта? Всегда мечтал попробовать. Это главная В торговая... первую очередь по времени. Это главная торговая валюта, она будет активна вплоть до середины, наверное, 16 века. А с О, какого? это надо сохранить. Начиная с, ну, я думаю, с 14 Так, но это нам точно нужно будет сохранить как-то. Сколько на это можно купить, ну я не знаю, буханок хлеба или в чем-то сейчас хлеб здесь делает? Сколько на это? Делают. Давайте, может, в конях. Да, в коня. кони. Сколько можно купить коней? И на это можно купить целого коня? На это можно купить больше, чем одного коня. 1,5 коня. Хороший конь, который используют для передвижения, не боевой конь, а именно вот, ну, Мгм. ездовой конь, Мгм. стоит 51 дукат. Ну, штук 10 10 ездовых коней Там можно будет. взять примерно. 10 коней. Вот. Фига. Ой, смотри, как Бизнес. сколько конь А стоит? сколько стоит боевой? Workhorse. 280 дукатов. 2 боевых. Ну, не 2. Ну, Почти 2. Почти Без два. хвоста. 2 боевых каких хороших, вышкаленных, выученных. Рыцарских Коня. имеется в виду. Ну да! Они все говорят, купи хлеба, а ты купи коня. Так, все. Офигеть. В любом случае нам нужно это золото сохранить. Фига. Сохрани в Слушайте, конях. если он дал столько, сколько же у него осталось? Ну, это епископ Парантучелли. Я думаю, это не его золото. Это церковная десятина, скорее всего. Церковь является одной из самых богатых, скажем так, Конвертируем. организаций Я в этом говорю, мире в это это местный время. аналог доллара, только немножко более локализованный. Это основная торговая валюта. Я замечу вам, Максим, что сей епископ, с коим мы так мило общаемся, будущий Папа Римский Николай V. Что? Налей. Томмазо Парантучелли через какое-то время, в каком же это будет году, не помню, получит шапку кардинала, а позже станет Папой Римским. То есть у нас не одна, а даже две исторические личности В здесь. какой-то мере. С этими мыслями вы, в принципе, готовы ложиться спать. Все ложатся спать. Киньте, пожалуйста, себе Wisdom сейв. Золото это проклятое, походу. Это ты А это магический эффект? На то, что мы кидаем. Если да, то это Есть. 5. Пирос, да. Что? 11. С адвантажем. 7. Есть. У кого самый высокий результат? 13. Ага, я понял вас. Прошло 2 дня. Вы сейчас на вечере, типа, 3-го из дня здесь уже. Мгм. Вот. Вы, все, кроме Куницына, сначала всем вам опишу, ощущаете себя здесь очень круто. Вкусная еда, неразбодяженное вино, очень просто отличные кровати. Холодновато, конечно, бывает ночью, но очень много, если что, там вам каких-либо пледов, одежды накидывают. Тебе это вообще... Да, холодновато ночью, я сплю еще крепче. Тебе вообще замечательно. Вот. Вы себя чувствуете просто в полном достатке, вам хорошо, вам даже уходить отсюда не хочется. Вы, как бы, какие-либо, если дела появляются, хочется от них отмахнуться. Да, ну, короче, Аяна, вы все стали Аяной в этом плане. У нас на всех третлей. Вот. Вам прям замечательно, вы себя чувствуете в кайфе, вы довольны всем, вы довольны своей жизнью. Ты, будучи бывшим военным, знаешь такую вещь, как... Самодисциплина. Нет, ты знаешь, когда начальник, когда ты, собственно, идешь к начальнику, встреча назначена там на час дня, но ты сидишь в его прихожей где-то до часа 30, и только после этого тебя впускают. Это называется мариновать. Ты что понимаешь, что вас маринуют. Вас и Жанну тоже. Я, в первую очередь, я наблюдаю за Сесострисом. Ну, я продолжаю как бы свой ежедневный этот, или мне тяжело, не могу продолжать свои... Нет, молитвы богам это нормально, ты продолжаешь. Ну, тренировки. Тренировки посложнее, но в принципе, начал их делать, короче, на час позже. Да, что-то меня рассосало. Я замечаю изменения в Ты поведении. замечаешь это изменение в поведении. Сесострис,
Тебе хорошо? Я задумываюсь об этом. Тебя немножко раздражает этот вопрос. Конечно, тебе хорошо. Мне слишком хорошо, это неправильно. Воин Вот Бога должен именно. страдать. Я же воин Бога. Моя дисциплина меня тренировали. Я Меджай. А я ленюсь. Я ленюсь. Что-то не так. Это очень древний прием. Чтобы Такой же, тебя... как я. Чтобы тебя... А возможно еще древнее. Чтобы тебя разморило. Чтобы ты был более сговорчивым. Надо всех собрать. Согласен. После этого я иду к Темьену. Слышишь, как... Слышишь, какие всхлипывания, короче, где-то с коридора. Я иду посмотреть, что там происходит. Ты видишь, что очень тихие, знаешь, такие подавленные. Знаешь, типа из разряда, когда ребенок плачет громко, он пытается привлечь внимание, когда ребенок плачет тихо, Ему плохо. Ему реально плохо. Ты видишь Этьена с ладонями на глазах, вот так вот в колене сидит. Я сажусь перед ним, ней, на карты. Знаешь, так, беру за плечи и говорю, что случилось? Господь испытывает меня. Это ожидание, оно немыслимо, болезненно. Я говорю достаточно тихо. Жанна, Господь будет тебя испытывать всю жизнь. Я понимаю. И ты всегда будешь находить силы в себе. Проходить эти испытания с честью и достоинством. Я рассказала епископу, кто я такая и зачем я сюда пришла. Меня очень серьезно выслушал. И он сообщил дофину о том, что я пришла сюда, чтобы спасти Францию. Но ответа я так и не получаю. Вот они насмехаются над этим. Сонно говорит ангел, они насмехаются. Я уже говорил, ты пройдешь все эти испытания. Он говорит это matter of factly. То есть это в этот момент в его голосе слышно не убеждение, а абсолютная уверенность. It happened. Ты пройдешь эти испытания. Дофин примет тебя. Верь в это, потому что это произойдет. Persuasion с advantage. «13 и 3». Хорошо, что с адвантажем. Это 12. Поднимает на тебя глаза, видно, что слезы высыхают уже. Знаешь, появляется снова немножечко ее полная жизнь улыбка. Спасибо огромное. Вы не похожи на кого-либо немца, которого я когда-либо знала. Как-то можете сказать мне, как вас зовут по-настоящему? Максим. Это что-то византийское? Ромейское? На что он ей отвечает? Московия? Дикие еретические земли. Знаете, как убедить Жанну автосаксессом? Сказать, я русский. Мы русские, верь мне, потому что с нами Помню... Это наоборот претензии на ее исключительность. Да. Она встает? Да, она встает. Да, Максим также встает и, собственно, кланяясь, говорит: удачи вам. Так, во-первых, была заявка. Я могу за эти 2 дня переписать часть хотя бы из этих, как называется, скроллов. 2 скролла. 2 скролла. Окей, Scorching Ray и Ice Snake. И если я правильно помню, ему надо еще ДП потратить. Не надо, у него есть чернила. Чернила, да, собственно. Я думаю, мы тусим вместе, я реплицирую себе Alchemy Jack
и мы побухиваем бесконечно винишко. Стой, мы вместе с тобой. Потому что, я думаю, нам все-таки в какой-то момент перестают наливать. Ну, в какой-то момент, да. Находишь ты его такие... Он был в конюшне в стоге сена без штанов, но ты его там не нашел, ты опоздал. Ты его находишь на стене, сидящем на проеме между бойницами. Вот. Ногами куда? Одной ногой вниз туда, другой... То есть... Ну да, Он на зубцах, лежит. на зубец, короче, оперся. Да. Вот, сидит, и напротив него сидит ворон, и они, кажется, о чем-то разговаривают. О, Максим. Давно не виделись. Будешь затягивать бутылку, в которой там на донышке осталось? Нет, спасибо. Он неплохой достаточно, пободрее, чем местное водостойство. Я предпочитаю, что покрепче. Ну, Я сильно сомневаюсь, что здесь они умеют делать водку. Спроси его, зачем явился, здесь такой красивый вид. На авангарду тоже действует то же самое, что действует у тебя, ему вообще кайфово. зачем явился, коль вид здесь столь красивый? Вот в том-то и дело. Ты мне скажи, тебе хорошо сейчас? Он головой в этот... Ау! Да, вроде да. Авангард, нам хорошо? Ну, так давно не было, да. Если бы тебе сейчас нужно было доказывать свою правоту, рассказывать кому-то про историю, ты бы стал это делать? Ну, если у тебя был вариант не делать этого. Зачем? Вот. А если тебя в таком чудесном расслабленном состоянии поведут сейчас к дофину на прием, как ты думаешь, насколько легко ты его убедишь в том, чтобы он отдал тебе чертову брошку? Я думаю, что ты не убедишь его вообще. Я выкручусь, Нет. наверное. В таком состоянии ты едва выкрутишь крышку от бутылки. Он уже пытается выкрутить, потом понимает, что не в ту сторону крутит. Мне кажется, там все-таки не крышка, а пробка, Там которую пробку нужно А, вытаскивать. окей, но он ее крутит, но крутит просто вокруг своей сиди вытаскивает. Если ты пока кинь, пожалуйста, Wisdom Save с адвантажем. Боги, помогите. Он делает резкие движения, и пробка улетает куда-то за пределы башни. Если тебя сейчас, если нас сейчас или завтра в таком состоянии позовут к дофину, мы ничего от него не добьемся. Вообще ничего. В лучшем случае он нас выслушает, скажет «угу» и отправит нас нахрен из этого города. И мы, между прочим, мало того, что не выполним контракт и не получим деньги, так еще и потеряем возможность узнать об этом артефакте, что бы то ни было еще. Потому что пока что мы понятия не имеем ни что он делает, ни откуда он взялся. Я думаю, что как минимум какие-то зацепки о том, откуда он взялся, мы также можем узнать у дофина. Может, мы его просто сопрем, я не знаю. У дофина ты охрану видел? Ты сейчас не в таком состоянии, чтобы у кого-то что-то спереть. Просыпайся. Wisdom Save. Окей. С адвантажем. Ага. Окей. Сначала это было 10, а теперь это стало 22. И, собственно, Дамьян сидит. Ну, в общем-то... Ты понимаешь, что вас маринуют, да? Ты еще чувствуешь какое-то магическое влияние. Другое дело. Нет, черт возьми, я лучший хрономастер, существующий в этом мире в эту эпоху. И в какую мы эпоху не находились. Нет, слушай, ты прав. Это надо заканчивать. И пойдем отпи***ем этого дофина, в фигуральном смысле, конечно, так, чтобы он нам все отдал. И знаешь что, Авангард? Какого черта ты мне не сказал, что мы тут маринуемся? Мы должны избавиться от этой это магия. Ты сам понимаешь, что это магия. Я понимаю, что это магия. Здесь какая-то Я никогда не видел своего ворона, выглядящего так стыдливо. Авангард, черт возьми, где легизм, где ты мне, блин, мозги мариновал сколько, что надо двигаться, а сам тут сидишь вообще. Кэр. Нет.
Я пойду пролечусь, вернусь, когда ты остынешь. Да, давай лечи. Летел. И знаешь что, Авангард? The alcohol. Засилаю эту бутылку куда подальше. Пошли к дофину. Ага, пойдем. И я веду его в его келью. Я понял. Ну, не келью, а... Ну, в комнату, покое, где я укладываю его... Сострис, ты ободрился, да, у тебя вот это вот маринуемое состояние немножко притупилось, ты его чувствуешь, оно где-то там сзади пытается инвейднуть твой мозг. Тем не менее, ты уже живее. Ты не знаешь, ты не как Дамьен, ты не понимаешь, что это магическое какое-то влияние, но ты идешь, ищешь Аяну, находишь еще и Реми. Как там, где я нахожу Рэми? Я... Находишь меня в моей келье, знаешь, ты подходишь к ней, и чуть-чуть из-под двери тянется дымок. Если ты открываешь дверь, ты видишь, Я что я пытаюсь сижу почувствовать там где-то за запах. столом, на ушах у меня самодельные наушники, собранные из говна и палок. Своей вот этой волшебной палочкой слэш звуковой отверткой я что-то паяю. И поет. Из наушников доносится, за дверью это не слышно, но когда ты входишь, ты слышишь какой-то жесткий UK дрил. Окей. Знаешь, что такое? Реми! А? Что? У Когда меня можно небольшая лететь? маска, которая защищает мои глаза. Я тоже лень. Знаешь, Я что понимаю. ты такой... Выходите там Реми. совсем. Ты недалеко. Ты как? Я never better. Лучше всего артифайсится именно с похмелья. Я вот немножко прикладываюсь калками Джагу. Мы слишком долго приносим жертву богу Бес, танцам и пирам. Мы слишком погрязли в этом. Надо сосредоточиться. Я сосредоточен. А что это ты поедешь? Ну, я пытаюсь понять, что я паяю, и не понимаю, что это. Я такой смотрю на это. Ни хрена себе, как круто. Давай вместе. Я сначала тебя этому научу. Садись и смотри. Я такой, да я умею паять, такой меч зажигается огнем. Без адвантажа. А, я с адвантажем, сори, ты же у тебя всегда с адвантажем. О, вот это другое дело. 18. Ты чувствуешь, что на тебя что-то магически влияет. Так, я беру Реми. Все. Это магия. Акцент потерялся. Да, Реми. Это магия. Нас магически одурманили, очнись. Я, короче, пытаюсь его привести в чувство. Я, наверное, так чуть-чуть едва понимая, что он говорит, сжигаю паяльник и так... Бизнес с адвантажем. И +2. К чему? Уже 19. Да, ну тут уже все. 22. И +2 еще. Ну, как бы ты не так хорошо сведущий в магии, чтобы понять, что это магическое влияние, но тебе только что об этом сказали, и да, ты тоже пробуждаешься от дурмана. И у тебя зияет в руке. Теперь он понимает, что... Жага холодная вода. Теперь он понимает, что он паял. Да, я хочу понять, что я паял. Окинь Тиндерстулс. Турболазер какой-нибудь. Он iPhone паял. Да-да-да, ну, Максим так мечтал о нем. Так, я так понимаю, инта плюс профитность, плюс бросок, 15. Плату из современных металлов, чтобы понять, получится ли тебе сделать, короче, мобилу. Тут времени. Я же говорю, он iPhone паял. Я же говорю, Максим мечтает о Есть iPhone. мобила, да. Но я пытаюсь, могу ли я ее тут отремонтировать, типа, да? Ну да. Ладно. А я захожу к ним, говорю, ну, братья, так и вы орете на весь замок, ну зачем Я вы такой это быстро делаете? хватаю, короче, завожу в комнату, закрываю дверь, такой... Аяна! Да что ты такой? Это магия Бес. Но мы на работе сейчас. Какая работа? Нет никакой работы. Вот тебе $6000. А, ты предоплату что тебе? У птиц же Это острое не вся зрение. предоплата. Очнись, да. У птиц А острое зрение. Довольно Острое зрение. Ну, я чуть-чуть отодвигаюсь с остриса, отворачиваю чуть-чуть и пускаю вспышку сварочную.
Constitution сейв и Wisdom сейв с адвантажем. В начале конста. Сначала конста. 11. Нет, стой, у меня плюс 4, так что 13. У тебя глаза успевают закрыться, но это очень большой шок. Кидай Wisdom с адвантажем. О, хорошо, еще раз. 15. Еще раз. 14. 15. Вы слышите захлопывающуюся резко дверь, когда ты ведешь его в его покое, вы слышите резко захлопывающуюся дверь, и там крик типа это вы это козни бога Бесс или богини. Бога Бесс. Один вопрос. Я понимаю, ему нужно проспаться, или я могу привести его в более-менее Его чувство? можно привести в чувство каким-нибудь кофе, насколько я помню, Alchemy Jack может даже. Ага. Но он вроде достаточно может. Слышу вот это, я уже собираюсь его... Это хороший тема. Собираюсь уже его положить, я такой... Дамьен, общий сбор. Дамьена пока ведут, говорит, слушай, не говори ей, я обещал, что я свяжу. Перезвони и скажи, что я задерживаюсь. Затаскиваешь Дамьена в покое, и теперь вы в сборе. Я открываю дверь, к сожалению, с ноги. Потому что руки заняты. А он меня пинает, я же около двери. Это зашла уже. Дамьен смотрит, надевает очки с серьезным видом. Мы прибыли. Я снимаю с него очки, да ты задрал уже! Ты просто разбивайся. Wisdom сейв. Стой, подожди. Я? Да. Ладно. Нет, это 19 плюс Wisdom плюс 3, это Ты 22. чувствуешь непродлимое желание сейчас начать наступить, но ты можешь без проблем подавить его. Я показываю Дамьену и говорю: ты задолбал ими светить. Тебя видно за километр. Пожалуйста, либо измени цвет линз, либо не носи их тут. И раздави. И запихиваю ему во внутренний карман эти очки. Так, это магия. Они воздействуют на нас. Это какой-то ритуал, который заставляет нас всех думать медленнее. Максим, он не убивал опять? Он обильно возлиял? Не знаю, что ты называешь обильно, но выпил он хорошо. С этим поконченным. Завтра новая жизнь. Ты мне говорил это раза 3. А сегодня, может быть, еще рюмашечку? Это другое. Слушай, Я предложил ему еще рюмашечку, он сказал, отличная идея, я наливаю ему уксус. Хорошо, тебе дают. Я по запаху не понимаю, что я это чувствую уксус. запах уксуса. Да. А какой процентаж? Ну, я думаю, я могу это регулировать и не так, чтобы обжечь ему гортань. Вопрос, Ну, я достаточно понимаю, что вонючий, это чтобы уксус когда он по запаху. Нет! Ты перестал чувствовать запах. Даже с 18 персепшн. Нет, это пассивным, да, это сейчас слишком пьяный, я его нахрен на 10 снизил. Знаешь, что такое нурт по Терри Пратчетту? Это ощущение, как вы знаете, типа, если выразить пьянство на шкале от 0 до бесконечности, то это стремящийся к минус бесконечности. Ты сейчас испытываешь это. Абсолютная трезвость. Он застыл вот так вот. Ужас бытия и Что ты налил ему? Отличное средство против похмелья. Винегар. Он опускает так стакан. Не, ну дерьмо какое-то. Молодец! Нам нужно сосредоточиться, собраться. И мы должны понять, как нам выполнять нашу миссию. Опять работать. Дамьен застывает и... Мы здесь застряли. Уже почти... Сколько мы здесь? Неделю? На третий день. Мы уже здесь полнедели Заканчивается. торчим. Я пытаюсь... Дамьен пытается понять, что это может быть за магия, какие-то, может быть, пылы, ну вот все такое. Аркейн. Тоже Аркейн. Окей. Я могу, да? А могу identify? 20. Не на что. На комнату? Цель Identify — это предмет. Да. 15. Магический. 20.
15-20 это что-то из enchantment магии, явно, ну как бы все эти дурманы, как будто на вас suggestions доставали, но вы никогда не видели такого мощного suggestion. Да, я могу понять, откуда оно могло прийти. А Detect Нет. Magic можно в комнате Да, можно завязать? сделать. Он, Это- кажется, ритуал тоже, да? Можешь посмотреть? По-моему, да. Detect Magic Да, тоже да, был. Detect На Magic может быть каком дома. расстоянии работает Detect Magic? 30 футов. Да, в 30 Дамьен вокруг замечает, тебя. это убеждение, как будто на нас кто-то наложил его. Я Я согласен. думаю, поле действия заклинания оно должно подсветить. Поле действия заклинания Заклинание. оно подсветит. Поле действия заклинания, грубо говоря, вся комната в поле действия заклинания находится. А я такая на них всех смотрю, достает свое перышко, снова работать и машет. Собственно, ты задетектила, я тебе говорю, Area of Effect этой магии вся эта комната. Господа, магия выходит на улицу, нам надо прогуляться. Ты можешь даже не махать перышком, ты просто концентрируешься на заклинании в течение Да. минут. Пойдем по следам. 10 минут. Пойдем по Подождите. следам. Подождите минуту. Кто видел Демеца, кто видел Бертрама? Я не видел. Я вообще... Я- Вы Они- каждый день сталкивались в коридоре, они все еще там были. Я Они выглядят настолько же расслабленными. Они не знаю, но Жанны точно нет. Хотя мне пришлось ее немножко привести в чувство. Она была очень расстроена тем, что ее игнорируют и не пускают к дофину. Дамьен потирает виски и пытается вспомнить вообще всех людей, которых он видел. Пытается понять, заметно ли были за ними такие же черты расслабленности, вот Да. размытия. Да, они им очень хорошо. Дамьен замечает. Это не влияние на нас, это влияние на всех замке. Абсолютно Понятно. каждый человек здесь является подверженным. Это Главный что-то- вопрос, влияет ли это на дофин? Вполне Может возможно. быть и влияет. Давайте пройдемся по замку и узнаем. Все места, где, по крайней мере, вы прошли, а это где-то полчетверти замка, полностью находится под влиянием Я этого заклинания. бы хотел Яну отвести в сторону границ замка, внешней стены, и понять, оно за стену Грубо говоря, экстендится или это нет. для тебя выглядит как? Представь себе, что, например, есть какая-нибудь площадь, усеянная людьми, да, и в дальней части площади все рассеяно. Вот, грубо говоря, представь себе, что вся площадь и все пространство в розовой дымке, а где люди, эта розовая дымка немножко более фуксиевая. Мгм. То есть, типа, как ауры вокруг людей, они более яркие. Мы должны немедленно. Так что, оно экстендится за границу? Но экстендится за границу не очень сильно. Там, где есть люди, оно есть. Ну, а сильно дальше за границу. Ну, это где оно концентрируется. Давай, может быть, усиливается. чтобы у нас получилось это сделать, я потрачу полслота. Да, хорошо. Хорошо. Я быстренько из тех результатов экспериментов собираю антенну, втыкаю ее в свой походный такой КПК и, прикрывшись плащиком, выводя звук такой пип-пип-пип-пип. Дамьен вешает какую-то соломку на эту... Если что, сколько у меня 30 спелслота было, да? У тебя также на КПК же есть значок батарейки, там сейчас 3 деления, а одно погасло. Мы сформируем вокруг него круг, чтобы никто ничего не заметил. Будем черепахой ходить. Very inconspicuous. Ну слушай, учитывая, в каком все состоянии люди, Вы будете забивать мне сигналы. Центр этого самого эффекта находится в замке на верхних этажах, где обитает дофин. Я знаю, что делает эта штука. да, мы теперь выяснили, кажется, что делает эта брошь. Собственно, эта брошь кастует на всех расслабленность. Не факт, возможно, это проклятие, которое висит Да, на дрожжи. надо определить. Бывает всякое. Но вы слышите грохот лад, кто к вам идет. Так, Дамьен разворачивается и идет в сторону палаты. приготовиться. На вас выходит Жан Демец. Господин Демец. Я не знаю, что взбрело ей в голову, но она сказала, что вы все знаете про нее. Дамьен говорит... Она права. Ну, сейчас только мы, по-моему, его понимаем. Ну, я понимаю, она понимает. А этот остался просто без всего. Она сейчас была вызвана, ее обследовали. Говорит, проверяли, является ли она девой. Сейчас она скоро предстанет перед дофином. Она хочет, чтобы вы все тоже были там. Пройдемте за мной. Он, к сожалению, забыл свой клеймор. Я поправляю снаряжение. Вы двигаетесь, идете, собственно, в сторону замка, заходите в замок, вас просят, если вы при оружии, оставить оружие. И вообще одеться желательно как-нибудь поприличнее.
Я одет очень прилично. Я в своем белом плаще. Дамьен одет так же, как и прошлый, только теперь слегка грязновато. Я же не могу менять одежду. Тебя отправляют переодеваться. Ты можешь сделать альтер-селф, и одежда поменяется. Тебя отправляют переодеваться, и ты там можешь хоть альтер-селф, хоть... Дамьен переодевается. Для что она переоденется в менее чумную девушку или как? Альтер-селф. Проказную попрошу. и кто это конечно. будет? Нет, простите. это другая личность. Подожди. Есть Альтер-селф, я даю тебе меч свой щит, и говорю, когда ты будешь маскироваться при помощи альтер-селфа, сделай так, чтобы они, были невидимы. У меня отбирают. Но альтер-селф не здесь. Секундочку, is that real thing? Не, в смысле, она щит, меч за спину берет, это типа плащ. Ну ладно, окей, ладно, хорошо. За спину с крыльями. Придется тоскать. Первая вещь, которую я делаю, это я извлекаю из арбалетов источник питания для самовзводного механизма. Ок, Из обоих я понял. для них. Меч придется тоже оставить. Да, меч я, собственно, оставляю. Вот, собственно, ну и, понятно, арбалеты. Интересно, я думаю, что арбалеты и болты мне не дадут. Ну, это, в принципе, они же в таких паках. Но они именно что в паках и достаточно... Не дают, конечно. Все, вы опорожнились. Шорт у меня был, но я его оставил в кейсе, Естественно. так что Смотри, у меня с ним вопрос, не а брался. мне браслет как бы, он не выглядит как оружие. Там Браслет нормально. Вот. Вы заходите в тронный зал. Ну как тронный зал? В зал, который должен был бы быть тронным, если бы здесь был король, но короля во Франции сейчас нет. Но, тем не менее, вы... Де юре. Вот, де юре, да. Вы видите большое количество хорошо одетых людей. Мужчины и женщины. Все здесь разделены так, по маленьким группам, которые общаются друг с другом. Временно замолкают, поворачиваются в вашу сторону, смотря когда вы заходите. И немножко расступается, вы видите, на троне сидит очень так regal-looking мужчина. Вот. И вас просят, типа, отойти в сторону. Потому что сейчас ожидается, как они выражаются, грубо говоря, они выдают средневековый эквивалент вот этого знака. Придет дева, которая обещает спасти Францию. Вопрос. Есть брошь? Видно ее? Да, это первая вещь. Да, брошь прямо на нем видно. Где на... Здесь закалывает просто что-то. Если что, осталось 12. Хорошо. Можно history check, действительно ли Карл сидит на троне? Это скорее надо investigation. Давай investigation, хорошо. Он же тоже от инты, поэтому... Да. Я не считаю, что я имею право бросать эту вещь. 20. Ну, ты понимаешь, что это тот самый момент. Нет, это не он сидит на троне, естественно. Я это шепчу остальным. Мы же рядышком, наверное, собрались. К вам подходит... Король-то не настоящий. К вам подходит один из ноблов, он говорит, говорят, среди вас есть пилигримы и люди, которые собираются в Святую Землю. Очень много слышал в этих местах. Да, и среди нас есть такой, позвольте представить, Максимилиан Кольда. Он из Германии, из немецкой земли. Священная Римская империя. Да, правда. Говорит, значит, Город Ингольштадт. Не знаю, значит, два наших соплеменника, хотел сказать. Собственно, два из этих земель, откуда вы родом? Я из... недалеко из-под двора. А вы? Я хочу кинуть историю. Давай. Я тоже кидаю историю. Натурально 20-ка. И история у меня 5, поэтому 25. Какой у тебя кожа цвета? Ну, я сказал, я по чисто франко. Чисто франко, но франки бывают разные. Ну, светло-светло. Светлое-светлое. Значит, ты Нормандец. можешь сказать, что ты... Не, ну нормандец нет, аж Англия, что очень долгое время. Скорее Иль-де-Франс. Иль-де-Франс. Из окрестностей Парижа, он говорит. Как грустно, что сейчас там хозяйничают англичане. Мы отобьем у грязных псов на свою родину. Это правильный настрой. Шотландский господин. Да. И я так понимаю... Эдинбург, born and raised. А вы, я так понимаю, намереваетесь вступить в Орден Святого Лазаря.
Хорошая маска. Единственное, что я бы просил вас немножко не обессудьте. Она показывает перчаточки. Да, я понимаю, но не все знают. Люди опасаются, мы понимаем. Люди опасаются. Открывается дверь, и вы видите, как полностью в белом выглядит Жанна, которую первый раз видите прям реально как девушку. Нормальную, отмытую, одетую в белое длинное платье, с волосами, конечно, короткими, но не побриты. Она заходит, ей кто-то, кто ее заводит, потому что так говорит, значит, дева по имени Жанна из Лотарингии, которая утверждает, что прибыла сюда спасти Францию. Дофин начинает читать титулы. Вот. Шарль, некоронованный, значит, будущий король Шарль VII. Вот. Показывает на, собственно, личность, которая сидит на троне. Жанна оглядывается, улыбается вам. Да мне слегка кивает. Киваем. Идет в вашу сторону. Ну, почтительно клонимся. Она подходит и обращается к тому, кто сейчас вас допрашивал. Расспрашивал. Вот. Она говорит: мой дофин. Воу.